Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Давайте с вами поговорим про эндгейм контент в Elite Dangerous, но вначале давайте поговорим про то, как дойти до эндгейм контента в этой прекрасной игре. Вначале у вас ничего нету, только лишь Sidewinder, и постепенно вы обрастаете деньгами и ресурсами, покупаете новые корабли, качаете ранги, пробуете различный контент, который предлагает нам игра. Купить большой корабль по типу Анаконды не равно пройти игру, потому что вас дальше ждет прекрасное приключение под названием Инженеры. Прокачивать их всех вы будете достаточно долго и постепенно открывать последующих, и, к сожалению, открывать придется чуть ли не всех, чтобы вы могли прокачивать все модули до 5 гаек. И вот, у вас все открыто, и теперь вам нужно будет подготовить корабли под различные задачи, будь то бой, исследование, торговля и так далее. И желательно каждый корабль под конкретную задачу, чтобы, так сказать, прочувствовать весь игровой опыт и охренеть в край. К примеру, у меня на один лишь только Фердоланс 5 различных сборок. Я не говорю даже про то, что вы захотите попробовать все корабли и различные сочетания вооружения, но либо пойдете по более короткому пути и будете собирать условную мету для той или иной задачи. Теперь корабли готовы, а деньги на эти корабли вам предстоит зафармить заранее, благо способы есть, та же самая экзобиология. Но времени это сожрет порядочно. И вам, для вашего удобства, потребуется заиметь в свое распоряжение личный флотоносец. Гигантский корабль, который выступает в роли передвижной станции, где хранятся все ваши корабли, оборудование и нужные вам товары, потому что хранить товары больше никак нельзя. А корабли и модули на станциях можно. А стоит он, на секундочку, 5 миллиардов. Пустой, без модулей и топлива для прыжков. И для того, чтобы дойти до эндгейм контента, я считаю, он должен быть у вас для удобной отправки в любую точку со всеми своими заготовленными кораблями, чтобы по прилету вы были готовы ко всему и не было этих гигантских ожиданий доставки кораблей либо модулей. Но фронтиры не стоят на месте, и нам добавляют все новые и новые в игру. У нас уже есть пеший контент, и тут снова нас ждут свои приколы в виде скафандров и ручных пушек. Вы снова столкнетесь с инженерами, которых нужно прокачивать и открывать. Но просто так прокачать скафандр или пушку нельзя, как корабль или модуль. Нужно сначала собрать вагон материалов для прокачки их с 1 до 5 уровня, чтобы открыть ячейки для установки улучшений от инженеров. И только после этого ставить эти улучшения, предварительно открыв инженеров и выполнив их требования. Это займет тоже порядочно времени, особенно если захотите прокачать все до 5 уровня. Удачи вам в этом, мои дорогие. И, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где вся информация по игре не только выходит гораздо раньше, чем на ютубе. И плюс, если хотите поддержать меня, то привычные донатики в описании, как и ссылка на Бусти, где видео выходит гораздо раньше, чем на ютубе. Спустя гигантское количество часов, потраченного на все это дело, вы, возможно, захотите получить ранги элиты, скажем, в исследованиях или же торговле. Это самые простые, если что. Ну, или же добить ранги Империи и Федерации для получения доступа к фракционным кораблям, таким как Имперский катер или Федеральный корвет. И помимо фракционных кораблей, есть еще и фракционные модули, целых аж 12 штук, так как в игре у нас на момент конца 2025 года 12 галактических держав. Не все, конечно, модули необходимы, но заиметь призматические щиты и орудия Миротворец я вам категорически рекомендую. А про модули, связанные с техноброкерами человеческих технологий и технологий стражей, я даже говорить не буду. Если вкратце, это не на очень долго, как то, что я описывал до этого, но все же время займет. И вы, наверное, захотите скооперироваться с другими игроками для, так сказать, совместного потребления контента вместе. Оно как минимум веселее. Но недавно нам улучшили эскадры, и в них вы сможете получать пассивные бонусы различных типов. К примеру, скидку на синтез премиум снарядов для орудий вашего корабля, что повысит урон аж на 30%. Ну и ко всему прочему, есть возможность обмениваться деньгами и кораблями в эскадре
и, конечно же, флотоносец эскадры за 25 миллиардов. И вот, когда все это у вас уже есть, и вы готовы к любому контенту в этой игре, вы переходите к вопросу, а какой эндгейм-контент в этой игре есть для игроков, которые уже развились и имеют все, что нужно для удачного старта в любом начинании, в котором они захотят преуспеть. И осознаете неприятную истину этой игры. Это ММО-песочница из серии «Развлеки себя сам». Развлекать вы себя будете ролл-плей отыгрышем того или иного персонажа, к примеру, скажем, пирата, или же то, что вам предлагает игра, а именно исследование полноразмерной галактики Млечный Путь. Да, именно полноразмерный, где у нас миллиарды звезд и планет, но есть одно но. Ничего нового вы не найдете, а пейзажи планет будут унылыми и повторяющимися. Меняться будет разве что цвет текстуры планеты или же атмосферы. Одни и те же безжизненные камни, приправленные однотипной биологией и геологией, которую вы можете найти. Powerplay. Это у нас, считаете, фракционные войны галактических держав. И недавно это все было обновлено до версии 2.0, где более удобно выстроено взаимодействие и новое меню, связанное со всем этим. И вы будете расширять свою галактическую державу на просторах галактики. А делать вы это можете различными способами, как боевыми, так и нет. Вы за это будете получать поощрения и ранги галактической державы, которые будут давать различные бонусы и, конечно же, фракционные модули. И все это делать можно как в соло-игре, так и в ее онлайн-режиме. Развитие эскадры и ее фракции. Помимо галактических держав есть еще фракции, но или же компании, как угодно. Они занимают различную часть системы и построенных там станций. И вы можете делать так, чтобы фракция вела войну с другими, попутно расширяя свое влияние по системе или занося ее в другие системы. Называется это дело БГС. И фракция может быть приписана к вашей эскадре, конечно же. Но о развитии эскадры — это рекрутинг новых ее членов. Колонизация систем. Да, тут есть и такое. Тут вы станете архитектором системы, и вы сможете заселить необитаемую систему и развивать ее. Вы сможете строить космические станции разных размеров. Маленьких, средних и больших. И то же самое вы сможете строить на самих планетах, но более обширно, так как есть еще поселение Одиссеи. Но вся стройка сводится к двум вещам. Это завести товары для постройки, и это могут делать, кстати, только игроки, NPC это делать не будут никогда. И фарм очков строительства, которые вы получаете за постройку более младших строений. Если вкратце, это все завуалированная торговля, приправленная новым меню. И учитывая, сколько времени требуется на возведение всего этого дела, и учитывая то, что вы с этого получаете, это очень и очень нудное и бесполезное занятие. Торгоиды — сильнейший тип врагов в ПВЕ, но с момента окончания торговецкой войны, в которой человечество победило, от них осталось лишь то, что было до ее начала, а именно поиск инопланетных сигналов и бой с торгоидами в них. А бой с ними происходит не так, как с обычными кораблями. Как минимум, не очень просто, особенно если вы это делаете в первый раз, даже если у вас подготовленный корабль и есть целое отдельное объединение игроков, антиксеноинициатив, которые занимаются этим с момента их введения в игру. И за это вы получите деньги, и немалые, кстати, либо прокачку боевого ранга. И все, никакого влияния на вселенную игры. Цели сообщества — это аналог ивентов из других игр, где вам предстоит делать то, чего хотят от вас разработчики. И эти цели сообщества очень часто привязаны к торговле, либо боям. Но эти ивенты продвигают сюжет данной игры время от времени, а за сюжетом вы можете наблюдать через новости Галнета, либо мой телеграм-канал, где они публикуются, когда выходят. Ну и плюс, конечно же, за эти ивенты вы получаете награды либо в виде денег, либо в виде какой-то окраски на корабль, или какой-то там модуль.
Самое последнее, чем вам стоит заниматься, это поиск Ракслы. Неизвестно, что такое Раксла, но ее ищут уже очень давно и все еще никак не могут найти. Многие игроки и объединения игроков пытались, но ни у кого не получилось. Может, ты тот самый счастливчик, который найдет Ракслу и расскажет нам, что это и где это находится, потому что ищут ее аж с 1984 года. Или Dangerous, в которую мы играем, это 4-я часть серии. А что для вас есть эндгейм контент в Elite Dangerous, мои дорогие? Игра как-никак у нас песочница, которая предлагает нам заниматься чем угодно, а я лишь вам рассказал про очевидные вещи, которым вас она сама подводит. Напишите, что для вас эндгейм контент. Пожалуйста, мне очень интересно будет почитать. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.